Итак, здравствуйте, дамы и господа. Давайте с вами сегодня немножечко позанимаемся болтологией. Ну и попутно пройдем аренку богов. Может быть, немножко поиграем в потасовки. Да, вот выпал мне легендарный сундучок. Оставим его на следующее событие. Я думаю, пригодится. Будем надеяться, выпадет еще один. Очередное предложение нам сразу выскакивает. 65 карточек маркиза де Сата, 300 эпической драгары, 150 изумрудов, 750 яиц. Но если чисто ради получения нового героя, если, допустим, он вам не упал, но он вам нужен, маркиз де Сат, то можно. В остальном нафиг. Итак, насобирал я очередные 5000 искр. Давайте покрутим рулетку. Теплится надежда, что может все-таки искры упадут еще. Тогда можно будет и повеселиться, но нет. Искры нам не падают, падает нам 100 карточек драгары. Ну, упали и упали, хорошо. Также есть у меня вот еще 922, ну потом в потасовку поиграем, может за косарь еще откроем сундук, потому что больше я 5000 уже, наверное, копить не буду. Так, ну ладно, а мы пройдем быстренько арену богов и поговорим. Просили меня тут рассказать немножко об эволюции. То есть толком о ней вообще информации нет. Ну и в принципе, что такое эволюция? То есть каждый понимает это для себя сам. Есть у нас вот такая вкладочка на герои. Эволюция. То есть мы можем превратить эпические карточки в легендарные. Соответственно, редкие карточки мы можем превратить в эпические. Ну и также белые, обычные, мы можем превратить в более редкие. Вот такая вот петрушка. Когда ее делать и как ее делать? Здесь нету какого-то идеального решения. То есть здесь каждый будет все равно решать для себя сам, когда и как ему делать эволюцию. В принципе, я эволюцией сам, пользуюсь в редких случаях, когда не хватает немножко карточек на нужного мне героя. Например, вот сейчас посмотрим, давайте. Так. Ну вот, например, есть у меня вот 30-40. То есть 30 карточек из 40. Допустим, надо мне там 10 карточек, чтобы вот она на 5 уровне. Хочется мне ее на 6 перевести. Ищем мы стрелки порядка. И смотрим вообще, есть ли у нас на нее карточки. Ну, как видим, что карточек у нас на нее нет. Соответственно, эволюцию не сделал. Так бы я, может, даже довел бы до 6 уровня. В остальных же случаях просто так проводить эволюцию, то есть гнать кучу карточек, перегонять с убытком для себя, скажем так, потому что, все-таки эволюция это не самая дешевая в плане карты. Здесь вот 20, если я возьму гильдейский бонус, во-первых, когда вы планируете делать эволюцию, по-любому берите гильдейский бонус. Есть вот такой у нас бонус, вот он. Эволюция стоит на 20% меньше. То есть это уже будет 16 карточек. Так, война у нас закончилась. Что нам дали? Дали нам по 500 карточек и 60 эпических. Неплохо. Еще 350 редких. Вообще замечательно. Отвоевались и хорошо. Так вот. Допустим, я даже возьму этот гильдейский бонус. Могу я перегнать, вот, например, 335 карточек. То есть будет у меня там 200-1300 карточек. Эти 1300 карточек превратятся, в 55-60 карточек, соответственно, Масуры. Да, я ей смогу сделать уровень, но при этом я потеряю кучу карт. И то, что я могу, например, на Росте до Небес просто одну ее прокачать там и выполнить 2-3 задания только на одном мотыльке, это никак не компенсируется тем, что я дам один уровень Масури. То есть здесь нужно каждому для себя решить, чего он хочет. Либо он делает нормальный рост, соответственно, прокачивает карточки. Я не беру сейчас ситуацию, когда у вас там уже на фул прокачано много карт, и тогда там уже абсолютно другая ситуация с эволюцией. И все это будет выглядеть по-другому. На данный момент мы берем вот начальный аккаунт. И на начальном аккаунте я вообще не рекомендую
делать какие бы то ни было эволюции. Не стоит оно того. Потерянные карточки не компенсируются прибылью. То, что вы один уровень, например, сделаете какому-то своему там легендарному герою. Ну, с другой стороны, я вас и останавливать не могу. Если вам хочется этого, если вам нравится этот герой, ну, делайте эволюцию. Но я предупреждаю, что вы больше потеряете от этого. То есть вообще эволюция это, ну, в каком-то плане убыток для игрока. То есть потому что мы превращаем там, например, 300 карточек, мы превращаем всего лишь в 15 легендарных. То есть надо ли нам это? Ну, я не уверен. Насколько я знаю, заданий у нас, по-моему, на эволюции нету никаких, ничего на них не завязано. Ну, в охоте тоже таких заданий я, честно говоря, не встречал, чтобы там эволюция какая-то была. Поэтому эволюция это чисто вот на усмотрение каждого игрока отдельно. То есть хочешь, ну, получить какой-то убыток в картах, но там получить хорошего легендарного героя, усилить его как-то своего любимого или еще что-то, ну, вперед, как говорится. Ну, я советую этим пользоваться в крайних случаях, когда немножечко нужно карт докинуть, уж точно не перегонять там на фул все свои синьки, все свои эпики ради там мифического прибавления легендарок. Ну, нет, не стоит оно того. Так, ну а мы поехали арену богов немножко погоняем. Вот такая она у нас. Ну и как тут начать-то? Так, а у него... Жалко вот не посмотреть сразу, что у противника. Ага, вот так вот у противника. Я понял. Так, ну, давайте тогда жабку поставим. Угу, тридцатничек он наносит. Так, поставим тогда сейчас шипы. Пробуем вот так вот сыграть. Ну, по-моему, это был не самый лучший ход, но, с другой стороны, сейчас немножечко похилимся. Не похилимся мы ни хрена. Ой, туплю. Ну и сдохли. Ладно, будем знать, какие у него герои. Все, я понял. Надо нам по-любому, значит, избавляться от властелина Роя. И уже от этого толкаться. Ладно, начнем тогда вот так вот. Сейчас опять властелин Роя пойдет, да. Угу. Вообще по накатанной идет. Вообще идет по накатанной здесь. Так, ладно. Да, выхиливаемся. Ну, вот как знал, что вот так все будет. Нет бы туда ударить? Нет. Ну, капец. Вот что я тут должен, блин? Как я тут должен извернуться, блин? Ну, ладно, ну это жесть. Ну все. Да, слушайте, за медведя-то, блин, походу здесь будет не так просто. Давайте тогда сразу выиграем за порядок, а потом уже перейдем на медведя. Что-то как-то они... Нехорошо они это сделали, короче. Угу. Угу.
Посмотрим, что у него получится. Ну, тогда вот так вот ставим. Ну и все. Вот я говорю, как ты тут не выпендривайся, то есть за медведя будет довольно сложно победить. Не самое простое занятие. 250 карточек, хорошо. Так, ну нам побеждать, однако, все равно Томишку надо. Как-то они немножечко здесь не докрутили. Так. Давайте даже вот так вот сразу кинем. Раз он ставит на первый ход частенько. Угу. Посмотрим на Драгару. Нет, ну и хорошо. Уже попроще будет. Уже будет попроще немножко нам. Так, ну. Здесь мы, в принципе, так. Даем немоту. Ставим вот так вот. От легиона мы избавились, прекрасно. Так, ладно, терпимо. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Тогда вот так вот ставим. Ай, блин, вот тут же следующий выходит. Тут же выходит следующий. Так, ну теперь нам остается только уповать на то, что мы сможем его добить. И мы это делаем. Ну, примерно вот так это выглядит, короче. Главное избавиться в первую очередь от Властелина Роя. Ну, как раз нам и дали его эпическую версию колониста-захватчика. То тоже не так плохо. 11 уровень мы ему сделаем. Так. Ну и также я сейчас заигрываю Масуру. Далеко я не лезу, поэтому играю я, ну, между 10 и 11 лигой я болтаюсь. Вот так сейчас сборка выглядит. Соответственно, под Масуру здесь взят Флос, здесь взят Лоскут и здесь взят Лич. Давайте Личу сразу дадим еще атаки. Вот. Так вот это выглядит. Ну, давайте немножечко в лиге поиграем, несколько игр, как раз сундучки добьем. В принципе, сборка, конечно, играбельная, но тяжеловато ей играть из-за того, что Масура очень слабо прокачана. То есть, ну, вы видите здесь, я даже не знаю, есть ли смысл что-то ловить. Ну да. Ну да. Давайте пока вот так вот попробуем. Подморозим немножко. А, ну, ясно. Все ясно, все понятно. Ну, блин, еще и двойная атака, я понял. Так, ну, тогда вот так вот мы поставим. Да, ну здесь все сурово.
Не удивлюсь, если сейчас опять выйдет Грейс. Хотя там может много чего выйти. Там может много чего выйти. Да, ставит он тоже камни. Ага, и тут же опять ставит ее же. Ну, блин, я уже не знаю, как на это реагировать. Но пока держимся. Надолго ли вопрос? Ну, пока держимся. Есть у нас еще немножко хп. Стол у нас, в принципе, закрыт. Что мы тут можем поставить? Да, можем еще одного лоскута выпустить. Если сейчас не случится что-то экстраординарное, чем он может сейчас перевернуть игру? Дракон. Ну, тут, по-моему, даже уже этот не поможет. Да, это победа. Не самая простая, но победили. Так, поехали дальше. Дальше у нас вот такой вот фишман. 15 тысячами мощи, блин. Так, ну давайте тогда подспамим немножко. Блин, вот подспамил немножко. Называется. Очень у меня слабенькая она, то есть 27 хп изначально, но это просто вообще ничто. Это вообще ничто. То есть с одной тычки ее сносят. И ловить здесь особо нечего. Так, ну давайте здесь прикроемся все-таки как-то. Вот он выпустил, и все, стало грустно. Ну, изначально я тут уже ни на что не рассчитывал. Да, вот так вот проще сделаем. Нет, так нам невыгодно. Вот так вот. Вот очень не хватает, конечно, этой колоде. В принципе, надо ее брать, это и остро. Очень ее не хватает. Сейчас единственная надежда, что хорошо настакает. Но тут... Да. Нет, не на что здесь уже было рассчитывать. С таким Ванакаури, да еще и с такой расстановкой. Ну, и опять же повторюсь, что эта колода абсолютно не для 10 лиги. В 11 она еще что-то может показать, для 10 не, вообще ни в какую. Она не входит. Ну, спасибо, хоть прикрыл. Ну, ё-моё.
Попробуем как-то так. Да, Риоха надо ставить опять же. А, мы сейчас вычистим по-другому. Тоже, кстати, отличная зачистка. Когда Фредди выпрыгивает, наносит он урона добротно. 23 урона всем героям. Кроме Хаоса. Сейчас мы Фредди потеряли, потому что мертвячки встали, конечно же, именно сюда. Вот так вот они встать не могли, чтобы Фредди выпрыгнул сюда и нанес еще урона. Ну, к сожалению, бывает. Так. Ну что уже здесь делать? Сейчас будет хиляться за счет него, но мне пока поставить-то особо и некого. А, вот так вот он решил эту проблему. Понятно. Придется Грейс отдать. Вы не добили, да? Тут же следующий выходит. Ну капец. Надо его убивать по-любому. Тут деваться некуда уже. Так. Ну сейчас-то мы должны уже его наконец добить, я думаю. То как-то это вообще будет странно выглядеть. Вот 2 раза Черномор его вытаскивал, в принципе, с того света. Ну, 584, хорошо. Так, ну, в принципе, все. Затягивать дальше не вижу смысла. Пойдемте откроем за косарик, может. Опять немножко искорок упадет. Нам надо по заданию. Еще 13 тысяч. Ну, здесь без вариантов. Докупать я уже ничего не буду. Так что открываем. Получаем еще 120 карточек Драгару. Вот это юнит реально про Драгару был. И за Драгару. Потому что ее мне нападало нормально. Учитывая, что у меня ее не было. Вот, в принципе, и все, что хотел сегодня рассказать. Ну, по поводу эволюции. Я говорю, толком здесь рассказывать нечего. Каждый выбирает сам для себя, хочет ли он этого, не хочет ли он этого. Если хочет эволюционировать, то вперед, если карт не жалко. Но я не советую. Только там в крайнем случае, если реально не хватает там, ну, скажем так, до 10 карточек еще можно. Больше, если у вас слабый, особенно, ну, начальный, там, на среднем уровне аккаунт, не советую этого делать. Вот, арену богов сыграли. Не самая простая арена за Мишку. При этом король Севера там рулит просто. Немножечко поиграли в лигу, показал вам немножко Масуру.
Ну, слаба она, конечно. Я так ее чисто ради фана просто пока заигрываю, пока вот она играет у меня здесь, и ладно. Так, конечно, качать и качать ее еще. Ну и в принципе все. Всем спасибо за просмотр, ребят. Пока-пока. Пока.